Согласно Владимиру Путину, фундаментальные причины войны против Украины кроются в событиях десятилетней давности. Скорее всего, вы не раз слышали все эти тезисы. Мол, в Украине произошел государственный переворот, ведь, отстранив от должности президента Виктора Януковича, Верховная Рада Украины нарушила установленную процедуру. Но хуже того, власть в соседней стране, дескать, захватили неонацисты. В качестве доказательств обычно приводятся бесчисленные видеокадры с ультраправыми, которые самым активным образом участвуют в событиях на Майдане. В общем, по версии Владимира Путина, после 2014 года уже не существует той самой Украины, перед которой у России есть обязательства. Уважать ее суверенитет, неприкосновенность границ и территориальную целостность. Вот как случился госпереворот в 2014-м, так с тех пор, по мнению Путина, любая власть в Украине нелегитимна. И сколько бы украинских президентов ни сменилось, они эту нелегитимность будут передавать друг другу по наследству. Это очень смелое утверждение. В истории самой России ведь тоже было немало переворотов. Многие до сих пор считают, что последний переворот совершил Борис Ельцин в 1993. Что, раз он тогда нарушил Конституцию, то значит потерял легитимность? И выходит по путинской логике, что все преемники Ельцина тоже нелегитимны? Иронично. В сегодняшнем ролике мы подумаем вот над чем. А что, если бы к самой России применялись те же стандарты, какие Путин применяет к Украине? А потом попробуем разобраться, какие реальные, а не взятые из пропагандистских темников причины стали фундаментом нынешней войны. Осень 1993 года. Москва. В противоборство вступили две ветви государственной власти – исполнительная и законодательная. Президент Борис Николаевич Ельцин против парламента. Он тогда назывался Верховный Совет. Российское общество расколото. Часть россиян на стороне президента, часть на стороне парламента. И тот, и другой легитимны. Это не гражданская война, но глубокий гражданский конфликт. Пользуясь неопределенностью, на улицы Москвы выходят люди со свастиками на одежде. У некоторых в руках даже оказывается легкое пехотное оружие, очевидно приобретенное на черном рынке. Лидеры неонацистов Александр Баркашов и Альберт Макашов. Они видят возможность извлечь для себя выгоду из конфликта. 3 и 4 октября 1993 года в российской столице пролилась кровь. Погибли более 150 человек. У обеих сторон появились свои погибшие герои, за смерть которых так никто и не ответил. Обе стороны конфликта называли противников фашистами. Тем не менее, новый 94 год Москва встречала уже в мирной обстановке. Острый конституционный кризис миновал, за ним последовала рутинная политическая жизнь. Граждане пошли на выборы, чтобы проголосовать за своих. А куда же делись нацисты? Никуда. Да, они воспользовались политической турбулентностью, вышли на сцену, создали устрашающую картинку для телевидения, произвели на всех кратковременное впечатление. О, какое! Обрезать все телефонные связи! Чиновников выкинуть нахуй на улицу! Отлично! Вперед! Давайте шире шаг! Но все эти неонацисты так и остались маргиналами без существенной поддержки. Альберт Макашов смог разве что стать депутатом Госдумы. Александру Баркашову не удалось и этого. Это события из нашей совсем недавней истории. Мы освежили их в памяти, а теперь проведем мысленный эксперимент. Но сначала прервемся на небольшое некоммерческое объявление. Посмотрите, пожалуйста. Мои постоянные зрители знают, что помимо рекламы я нередко делаю некоммерческие объявления. Рассказываю про фонды, волонтерские организации, независимые СМИ и другие проекты, которые нуждаются в подписчиках или донатах и которые я считаю важным поддержать. Мы звали волонтеров в проект «Вписочная», призывали донатить фонду «Счастливый ребенок», который занимался эвакуацией жителей Запорожья, собирали подписчиков и волонтеров для гуманитарного хаба «Решим». Мы помогли волонтерам Тбилиси собрать $15 тысяч для помощи беженцам, привлекли тысячи новых подписчиков для проекта психологической поддержки Without Prejudice и для независимого экологического издания «Кедр Медиа». Также нашли более 600 новых волонтеров для движения Samantha Smith's Group, которое помогает беженцам из Украины бесплатно выучить иностранный язык. Каждый некоммерческий проект мы ведем точно так же, как и клиентов на платную интеграцию, вместе работая на нужный результат. Так что если у вас есть свой классный проект и вы хотите, чтобы я о нем рассказал, напишите на почту, которую я оставлю в комментарии под этим роликом. Также я хочу призвать всех смотрящих меня блогеров
по возможности делать то же, что и я. Поддерживать благотворительные проекты, рассказывать о независимых СМИ. Сейчас это очень важно. Очень важно создать в русскоязычном интернете пространство, где люди смогут просить о помощи и находить ее. Для блогеров это совсем несложно сделать. Просто попросите тех, кто занимается у вас коммерческой рекламой, принимать еще и заявки на бесплатное размещение. А потом выбирайте то, что вам нравится, то, что вам кажется уместным, то, что вам подходит по вашим соображениям безопасности, где вы находитесь. И ставьте. Проекты есть самые разные. Не обязательно брать какие-то, которые несут опасность или что-то такое. Напоследок я процитирую пару отзывов. Собрали около 35 тысяч евро, купили машину на 8 человек, плюс оплачиваем помещение пункта помощи украинцам. На самом деле, очень приятно, что Максим и его команда откликнулись помочь. Очень благодарны Максиму и его команде за такую интеграцию. Бесплатно, интересно, а главное, какой результат. Это, помните, мы делали волонтерский пункт помощи в Риге, где 14-летняя девочка им руководит. Хорошо получилось тогда. Когда мы обратились к Максиму Кацу за поддержкой фонда помощи беженцам «Дом с маяком», то не ожидали столь значительного эффекта. Больше 200 человек перевели на счет фонда 370 тысяч рублей. На эти деньги мы закупили продукты на месяц для 32 подопечных семей. Команда Максима, пишут, очень вдумчиво подошла к освещению деятельности фонда. Это был полноценный рассказ о том, зачем и как можно помогать беженцам из Украины в России. Это фонд, помогающий тем, кто в России оказался. Мы очень благодарны Максиму Кацу и его команде за поддержку и отзывчивость. Еще читаю. Пришло всего за 3 дня около 7 тысяч в Телеграм, новых подписчиков, видимо, и по 200 человек в Инстаграм и Твиттер. Была очень легкая и быстрая коммуникация. Нам помогли классно заполнить бриф и доработать сценарий. С нами несколько раз согласовывали финальную версию, и мы могли на каждом этапе внести правки. Видео получилось очень качественным и нативное. В конечный вариант добавили графику. Команда Максима, пишут, отработала интеграцию на 100%. У меня не было ощущения, что это бесплатная интеграция. Нас вели как любимого дорогого клиента. Вот так. Так что пишите на почту по ссылке в описании, или если вы знаете хороший некоммерческий проект, расскажите ему, что можно обратиться к большой аудитории. Мы посмотрим на вашу деятельность. Мы многих берем, но не всех. Я беру только тех, кто нравится, тех, кто достаточно большие. Если все будет хорошо, мы возьмем и сделаем такую интеграцию. Продолжим. Итак, мысленный эксперимент. Представим себе, что в 1994 году к трибуне Генассамблеи ООН выходит, например, генсек Компартии Китая. Выходит и демонстрирует чудовищные фото и видеокадры. В самом центре Москвы средь бела дня маршируют нацисты со свастиками. У них и автоматы Калашникова, значит, есть. А кто-то даже раздобыл ручной гранатомет. И ведь убедительно получается. Вот Москва, вот по ней и ходят нацисты. А еще какие-то скинхеды на окраине города побили китайских студентов. Милиция бездействует. Видимо, они с нациками заодно. А Китай ведь не может на протяжении 4200 километров делить границу с нацистским государством. Со страной, где, получается, на государственном уровне преследуют китайцев. Народно-освободительная армия Китая вынуждена провести специальную военную операцию по денацификации России. Казалось бы, все выглядит предельно последовательно и логично, но никак не с точки зрения россиян. Нормальная реакция россиянина звучала бы очень просто. Вы что, охренели? Какое еще нацистское государство? Что вы трясете этими кадрами с баркашовцами и макашовцами? Максимум, что им удалось сделать, это пошуметь в краткий миг слабости государства. Алло, товарищ Дзянь Зэминь, вы хоть поинтересуйтесь, кто в России сейчас реально у власти? Либералы, демократы, популисты из ЛДПР, а также ваши же товарищи-коммунисты из КПРФ. Нету у нас в руководстве страны никаких нацистов. Вернее, может, один и есть. Макашов в Госдуме сидит. Но он же погоды не делает. А то, что милиция не расследует нападение на китайских студентов, так она вообще ничего не расследует. Развалена у нас милиция, к сожалению. Но вашу народно-освободительную армию мы все равно к себе не зовем. «Как это не зовете?» – отвечает лидер Китая. «Вот душераздирающие кадры. Автоматчики и бронетехника расстреливают людей прямо перед центром Останкино. Убиты 46 человек. Это Останкинская Хатынь. Или Останкинский Нанкин.
Мы должны войти в вашу страну и наказать виновных. Нормальной реакцией любого россиянина на это было бы: «Слышь, Цзинь Зиминь, а по какому праву ты будешь входить в нашу страну и наказывать виновных?» Было дело, в самый острый момент внутрироссийского конфликта одни российские граждане стреляли в других российских граждан. Погибли десятки граждан России, и это ужасно. Но при чем тут ты-то с Китаем вместе? Какое ваше дело? Вы все равно концов не найдете и не разберетесь, кого конкретно наказывать за гибель 46 человек. Зато в результате вашего вторжения погибнет гораздо больше людей. «Погодите, — говорит Цзинь Зиминь. В самой России миллионы человек же убеждены, что Борис Ельцин, разгоняя Верховный Совет, нарушил законную процедуру. Они согласны, что Ельцин совершил государственный переворот, и потому он нелегитимный президент. Значит, Китай может вторгнуться, вернуть власть Верховному Совету и помочь бедным гражданам России. А еще лучше коммунистическую партию к власти вернуть. Ну вот как у нас в Китае. Только вот так не работает. Кто-то из россиян за Ельцина, кто-то против. Но оккупационную власть в любом случае не примет никто. И не исключено, что самые активные ненавистники Ельцина пойдут защищать Россию от непрошенных иностранных спасителей первыми, вместе с самыми активными сторонниками Ельцина. Не существует никакого единственно правильного взгляда на события Евромайдана в 2014 году. Могут быть мнения, оценки, политические предпочтения, но факты есть факты. В 2014 году, после отстранения Януковича, в Украине прошли всеобщие выборы президента и депутатов Верховной Рады. Президент Петр Порошенко и новый созыв парламента получили власть после Майдана, но не на Майдане, а в результате голосования. Через 5 лет прошли еще одни президентские и парламентские выборы. Победили Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа», которые к Майдану вообще никаким боком не относятся. Даже в рамках непримиримой антимайданной риторики это абсолютно легитимная власть, пришедшая как раз-таки на смену власти после Майданной. При этом в Верховной Раде Украины с 2019 года на 450 депутатов приходится лишь один представитель националистов. Не неонацистов, националистов. В предыдущем созыве националистов было 29, а во времена Виктора Януковича аж 39. В том же 2019 году мы увидели, что уровень политических свобод в Украине действительно высок. Несмотря на вяло текущую войну на Донбассе, один из кандидатов в президенты, Юрий Бойко, всего за 9 дней до голосования демонстративно поехал в Москву встречаться с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Бойко за это никто с выборов не снял, и он получил свои 11,5% голосов. Или вот партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Ее лидерами являлись тот самый Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук. Партия-то шла на выборы с пророссийской повесткой и заняла в Раде 2-е место после партии Зеленского. 6 мандатов получила другая пророссийская партия «Оппозиционный блок». Даже политэмигрант Анатолий Шарий смог зарегистрировать на выборы свою партию, не находясь на территории Украины при этом. Все это никак не вяжется с определениями «фашистский режим» или «нацистское государство». Причины российско-украинской войны следует искать не в Украине, а в России. Владимир Путин пришел к власти в ночь с 99 на 2000 год. Это было лучшее время, чтобы возглавить Россию. Тогда цены на углеводороды резко взлетели, в страну пошел поток нефтедолларов. К тому же страну тогда наконец-то догнал позитивный эффект от рыночных реформ 90-х годов. Все тяжелые издержки преобразований пришлись на прошлую власть, именно в нее в свое время полетели все камни. Путину же досталась страна со стремительно растущей экономикой. Досталась крайне привлекательная для инвесторов страна, в которой получение высшего образования – социальная норма, в которой можно нанять на работу сколько угодно дипломированных специалистов, причем нескольких российских работников по цене одного западного. Не сказка ли? Да, в России мало надежд на честный суд. Да, стражи порядка сами постоянно нарушают закон, пожарная инспекция вымогает взятки, а чиновники-самодуры чудят даже за бесплатно. Несмотря на все это, за счет недооцененного труда Россия выглядела для инвестора как страна, где можно по-быстрому срубить много денег. Пусть с высокими рисками. Однако, в начале десятых годов Россия перестала быть полем чудес для богатых буратин. Экономика выросла, а зарплаты российских специалистов стали в среднем соответствовать их уровню квалификации.
Главное инвестиционное преимущество – дешевый труд и недооцененные активы – исчезло. А проблемы остались. Россия угодила в так называемую ловушку средних доходов. Выход из этой ловушки только один. Раз страна больше не выглядит как место, где можно срубить денег по-быстрому за счет дешевой рабочей силы, значит, эта страна должна научиться привлекать к себе долгосрочные вложения. Чтобы пошли инвестиции в сложные предприятия, создающие высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Такой бизнес имеет длительный срок окупаемости. Инвестор вкладывает в него деньги, зная, что первую прибыль получит через годы, а то и десятилетия. К примеру, если продажа леса приносит немедленные дивиденды, то фабрика, производящая качественную бумагу, окупается годами. Инвестору крайне важно, чтобы в течение всех этих лет на его фабрику не пришли ни силовики, ни коррумпированные надзорные органы, ни судебные приставы, направленные продажным судьей. Если бизнесмен знает, что его собственность неприкосновенна, права защищены законом, а в суде можно найти защиту, то он будет создавать новые рабочие места, платить налоги и даже вкладываться в учебные заведения, которые будут готовить ему сотрудников. Тогда экономика будет расти, и все будут довольны. Но почему-то инвесторы не спешили вкладываться в долгу. Все это касается не только внешних инвестиций, но и внутренних. Если самое большое желание предпринимателя в стране – это открыть сеть ларьков, а деньги, чтобы их не отобрали, немедленно вывести хотя бы в Грузию, а в идеале в Латвию или уж, если совсем много ларьков, то в Великобританию, то такая страна развиваться не может. Внутренние инвесторы тоже должны хотеть развивать бизнес, вкладываться в развитие. А делать этого без нормальных государственных институтов нельзя. Проблема в том, что законность обеспечивается сменяемостью власти. Ведь если в стране регулярно меняется власть, то вся судебная и правоохранительная система, надзорные органы и чиновничий аппарат работают на закон, а не на президента. Потому что президенты приходят и уходят, а закон остается. Угождать покровителю, который через 4 года сменится неизвестно кем, в такой ситуации совершенно бессмысленно. Лучше уж играть по писанным правилам. Тогда до тебя точно никто не докопается. Самое забавное, что в далеком 96-м году Путин сам рассказывал об этой нехитрой формуле в одном из своих интервью. Только в условиях демократической системы, когда сотрудники правоохранительных органов, как бы мы их ни называли, КГБ, МВД, НКВД, как угодно, когда они знают, что завтра либо через год может произойти смена политического руководства в стране, в регионе или в городе, с них спросят: а как вы выполняли законы той страны, в которой вы живете? И что вы делали с гражданами, в отношении которых у вас есть властные полномочия? Если мы сохраним условия, в которых мы живем, а именно самое главное наше достижение условия демократического общества, если люди будут уверены в том, что после коммунистов опять придут к власти демократы, социал-демократы, либо какая-то другая система, они никогда не позволят себе сделать того, что противоречит закону. В 2012 году перед Владимиром Путиным встал выбор. Либо отойти в сторону, позволить стране развиваться, закрепить принцип сменяемости власти и дать России стать магнитом для долгосрочных инвестиций, либо продолжить ломать все государство лично под себя, чтобы править как можно дольше. Путин выбрал второй вариант. Ему понадобилось как-то обосновать свою чрезмерно долгую власть, как-то ответить на нехитрый вопрос. Зачем он, собственно, весь такой прекрасный, гражданам сдался? Зачем он нужен, если выстраиваемая им система лишает Россию прогресса, инвестиций и уверенности в будущем? Внутри страны ответа не нашлось, а граждане в 2011 и 2012 году начали задавать вопросы. Но зато ответ удалось отыскать в Украине. События в Украине 13-14 годов были драматичны и даже трагичны, ведь погибли люди. Почти 150 человек. Однако события эти сами по себе исключительными не были. Россия, как мы помним, тоже прошла подобный кризис, и тогда в Москве тоже погибли люди, и тоже около 150 человек. Совершенно неважно, как мы относимся к конституционному кризису 1993 года. Кто-то считает, что прав был Борис Ельцин, который подавил путчистов в Верховном Совете. Кто-то до сих пор с аргументами доказывает, что Ельцин совершил переворот и перестал быть легитимным президентом. Обе позиции имеют полное право на существование. Но ни из одного из этих мнений никак не следует, что в 1993 году Россия утратила государственность. А если бы какое-то иностранное государство тогда вмешалось бы во внутрироссийские проблемы, кризис не разрешился бы так быстро.
ситуация в стране не пришла бы к равновесию. Потрясения бы продолжились, но уже на почве вторжения. И пролилось бы гораздо больше крови. Тоже можно сказать и про Украину в 2014 году. Невозможно отрицать, что множество украинских граждан были недовольны низложением Виктора Януковича. Они же за него голосовали, в конце концов. Но они не просили никакое иностранное государство о вмешательстве. Они могли свободно реализовывать свое волеизъявление на украинских выборах, безо всякой помощи Путина. Единственный человек в мире, которому действительно хотел помочь Владимир Путин, это он сам. Первые 2 срока, даже первые 3, если считать президентство Дмитрия Медведева, Путин выдавал подъем экономики за свои достижения. А когда действие экономических драйверов закончилось, когда рост экономики перешел в стагнацию, стране понадобились демократические преобразования. Но демократия оказалась несовместима с путинскими хотелками. Потому что он хотел править, а не обеспечивать стране сменяемость власти и экономический рост. Проблема не в Майдане, не в Украине и не в страшном националисте Дмитрии Яроше, который, словно Макашов, пробился в парламент, посидел там немного депутатом, а потом был всеми благополучно забыт. Проблема в плохом президенте, который за последние, по меньшей мере, 10 лет не сделал для России ничего хорошего, но при этом не хочет оставить ее в покое. Проблема в президенте, который подменил внутреннюю повестку внешней и на пустом месте придумал причину воевать против соседней страны. Характер этой войны – прямое продолжение стиля управления страной в предвоенные годы. Нет никакого образа победы. Успех недостижим и невозможен. Но вот провоевали еще день, значит, власть Путина продлилась еще на сутки. А завтра, глядишь, следующий день власти отвоюет. Предложить своей стране Путин больше ничего не может. До завтра.